Всем привет! Меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале. Продолжаем формировать крону фикусов, это уже второй этап. Кто не смотрел первый и вам интересно, я оставлю ссылку внизу в описании, можете посмотреть. Ну а если коротко, я формирую 3 разных вида кроны из веточек, которые остались после обрезки. И первый вариант — это вот такое деревце. Я хочу сделать что-то близкое к этому варианту, который вы сейчас видите на фотографии. То есть это будет одиночный стройный ствол и расходящиеся от него в разные стороны веточки. За время между съемками единственное, что я сделала, это пересадила его в более широкий горшочек. Он сидел у меня в маленьком 5 сантиметров, но уже стал совершенно неустойчивый. И я его просто перевалочкой пересадила в горшочек побольше, в 7 сантиметров. Больше никаких обрезок, прищипок я не делала. Вот то место, которое я в прошлый раз обрезала. Стволик уже практически выровнялся. Давайте я уберу палочку и посмотрим, держится он самостоятельно уже или нет. Вот фикус держится сам, без палочки. Нужна она дальше или нет, это уже решать вам, что вы дальше захотите. Вот посмотрите, вот эта верхушечка, она еще довольно-таки слабая. Если на данном этапе высота вашего деревца вас не устраивает, она кажется вам маленьким, тогда палочку лучше оставить и дальше верхушечку к палочке вот так привязывать, чтобы фикус рос вверх. Если палочку сейчас убрать, то фикус не будет так резко набирать высоту. Вот эта верхушечка будет отклоняться в сторону, так как она мягкая и гибкая. Но если присмотреться, то вот здесь вот уже просыпается почка. И когда веточка вот так сильно отклонится, то проснувшаяся вот из этой почки веточка станет главной вместо этой. А вот это станет просто боковой веточкой. Но это такой очень долгий процесс, но зато можно будет обходиться уже без опорок. Давайте я оставлю свой фикус вот в таком состоянии, без палочек, и посмотрим, как будет развиваться его верхушка. На что еще стоит обратить внимание, это на то, как развиваются веточки в разные стороны. Вот лучше посмотреть сверху. То есть видно, что вот веточка пошла в сторону, в эту одна. А в эту сторону ушло много веточек, потому что фикус стоял в эту сторону к окну. Если вот так оставить, то на эту сторону все ветки будут дальше развиваться. Здесь сейчас надо будет его развернуть. Если окно у меня с этой стороны, то нужно его, конечно, вот так развернуть, чтобы веточки развивались равномерно со всех сторон. Вот здесь сухая веточка еще с прошлого раза, я ее сейчас срежу. Ну и на данном этапе никакая прищипка, пересадка этого деревца не нужна. Второй вариант кроны я выполняю по образцу вот этой фотографии, как перед вами на экране. В прошлый раз у меня тоже были маленькие тонкие веточки, сейчас они уже подросли. И сегодня я уже вытащу их из отдельных контейнеров и посажу в общий горшочек, где они уже дальше будут расти и все вместе формироваться. Можно вот так просто руками нажать, чтобы легче вытаскивалось. И вытаскиваем. И точно так же вытаскиваю все остальные. Так как я хочу у своего будущего деревца внизу ствол оголенный, поэтому именно сейчас на этом этапе я все нижние веточки отрежу. Кто-то их специально оставляет, давая стволу нарастить толщину. Но так как я сейчас буду их собирать в один кустик, то потом мне будет очень неудобно все это срезать. Поэтому сделаю это я сейчас. Вот этот тоже можно листик убрать. Вот здесь достаточно. Здесь вот это можно. Здесь тоже достаточно. Здесь низкая ветка. Ее я убираю. Вот таким образом.
Далее беру горшочек, на дно грунт. Ну и чтобы их поплотнее собрать, придется часть старого грунта мне стряхнуть. Так, ну а теперь пробую их усаживать в кучку. Слишком плотно их не надо друг к другу прижимать, но и далеко друг от друга тоже оставлять не нужно. Так их пока зажму и присыпаю землей. Вот такой кустик пока получился. Конечно, далеко еще от того, что на фотографии, хотя бы потому, что он маленький. Нужно дать ему время теперь вырасти. Я оставляю пока так, даю растению время прижиться. Обрезку оставлю на третий этап и сделаю ее в следующий раз. Ну и третий вариант — это фикус кинки, низкорослый сорт. Его я хотела сделать в виде шарика. Причем посадить я хотела примерно так же, как и вот здесь. То есть стволы на расстоянии друг от друга и немножко их раздвинуть, чтобы получился такой раскидистый куст. Но сейчас я решила немножко сделать по-другому, то есть это будет не куст в виде отдельных стволов, а я наоборот все стволы сейчас свяжу плотным пучком, чтобы они срослись, получится такое миниатюрное деревце, ну что-то типа бонсай. Сейчас все делаю то же самое, как и со вторым вариантом, то есть просто освобождаю веточки, убираю палочки и отряхиваю корешочки от грунта, чтобы была возможность максимально их прижать друг к другу. Итак, я отряхнула и совмещая корешочки на одном уровне, я их плотно-плотно стараюсь прижать. Сейчас я буду также использовать, конечно же, проволоку, потому что они, естественно, так держаться не будут сами. Ну вот такой букетик получился. И теперь его уже я буду усаживать в горшочек. Не кладу на дно дренаж, потому что горшки у меня с множеством отверстий снизу. Поэтому вода там точно застаиваться не будет. За проволокой нужно будет следить, чтобы она не впивалась в кору. То есть проверяйте, если слишком туго, то нужно ослабить. Стволы в любом случае срастутся, потому что по мере роста они все равно набирают свою толщину. Здесь есть 3 веточки, которые явно выбиваются из общей массы, поэтому сейчас я их прищипну, прям вот так даже посильнее. Вот такой компактный кустик остался. Промокнем. Так, будем ждать, пока он срастется. Контролируем проволочку, чтобы не впивалась в кору. Ну и на следующем этапе продолжим формировать крону. У меня на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте поддержать его лайком. Хорошего всем дня и до новых встреч!